Не знаю, как у вас, а у меня, как только наступает спокойная пора в жизни, сразу загорается какая-то странная идея. Найти новое хобби, поставить необычную цель, поучаствовать в марафоне. И это видео как раз будет о моей подготовке к марафону. Как вообще мне пришла в голову эта идея? Я не настолько crazy человек, чтобы проснуться одним прекрасным днем и пойти бежать марафон без подготовки, поэтому у меня эта идея нарастала в голове постепенно. Сначала я просто начала тренироваться в тренажерном зале, потом с увеличением нагрузок у меня в голове начала зарождаться мысль: а со скольки километров бегают марафоны? К слову, для меня любой длительный бег – это уже марафон. И я не сразу начала осознавать разницу между 5, 10 и так далее километрами, да. Только потом я узнала, что 5 километров – это всего 1/8 марафона, 10 километров – это 1/4 марафона. Далее идут чуть больше 20 километров и чуть больше 40 километров. То есть полноценный марафон, да, полумарафон – это 20 километров, полноценный марафон – это 40 километров. В моем телеграм-канале, как только я определилась с марафоном, как только я определилась с тем, когда я хочу бежать примерно, я запустила опрос, сколько мне пробежать на моем первом марафоне, 5 или 10 километров. Отвечающие были очень нежны ко мне, потому что многие отвечали, что лучше пробежать 5 километров, потому что, да, это действительно мой первый марафон, я еще не понимаю нагрузку, я тренируюсь тем более в тренажерном зале, да, я все это объяснила, какие у меня есть переживания между 5 и 10. На момент запуска вот этого вопроса я еще даже на тренировках 10 километров не бегала, а разница как бы для новичка существенная. Но даже получив ответы, там, беги 5 километров, все хорошо, я в какой-то момент решила, что я и 10 могу пробежать, если прям очень сильно постараюсь. И с этого момента начался обратный отсчет до моего марафона. Мой марафон назывался «Сакура», потому что он проводился в период цветения сакуры. Для участия в нем я, конечно, купила себе беговую обувь, костюм и даже удобный спортивный рюкзак. И из-за того, что тренировалась я в основном в зале, переживания мои в основном были связаны с тем, что разница между пробежкой в зале и пробежкой на улице большая. Но у меня оставалось не так много времени и возможности тренироваться на улице, поэтому я продолжала тренироваться в своем темпе, спокойно, увеличивая количество километров, но в зале. Однако перед самим марафоном один раз я все-таки решила побегать на улице, чтобы почувствовать эту разницу тренировок в помещении и на улице. Скажу честно, когда я впервые гуляла возле Императорского дворца, мне показалось странным то, как много здесь было бегунов. Но прожив в Токио какое-то время, я поняла, что это буквально одно из самых излюбленных мест профессиональных беговых команд. Помимо того, что рядом есть парки, фонтанчики с питьевой водой, а также туалеты в шаговой доступности, неподалеку находятся специальные магазины для бегунов, где можно купить профессиональную экипировку. И даже арендовать шкафчики на время пробежки, переодеться и принять душ после. Сам маршрут вокруг дворца очень удобный. Один круг составляет примерно 5 километров, поэтому многие используют его как идеальную дистанцию для тренировок. Бежишь вдоль рвов, старых каменных стен и зелени в центре мегаполиса, и атмосфера получается совершенно особенная. Однако тут есть и минусы. Я скажу честно, мне уже немножко сложно бежать в частности, потому что здесь разная высота везде. Естественно, это место не совсем предназначено для бега. Так. Поговорим о манерах. Мы же в Японии, верно? Манеры тут важны. У этого маршрута есть свои негласные правила. Например, почти все здесь бегут против часовой стрелки. Это уже давно стало местной традицией. Из-за этого поток людей движется очень организованно. Бегуны держатся одной стороны, а более быстрых участников пропускают справа. Также здесь стараются держаться левой стороны дорожки, не останавливаться слишком резко, потому что людей на маршруте много и остановиться среди потока бывает сложно. Еще считается плохим тоном бежать большой компанией, растянувшись на всю дорожку, мешая другим. Все-таки по этим же улицам ходят и простые пешеходы. Там был лебедь, хочу лебедя. Прячется, не видно, серьезно. А я думаю, что на него люди не говорят. Нашла! Лебедушка. А вот мы добрались до одной из самых красивых частей Императорского дворца вовне. Потому что вовнутрь туда, как я уже сказала, не попасть. А вот вовне вот этот вот мост
И там на его фоне дворец. Вот тут. Репортажи. О, господи, как я выше. Начала это видео со слов: императорский дворец не пускают, ля-ля-ля. И знаете что? Я решила побежать по второму кругу, еще раз это же расстояние вокруг дворца. Я вижу, выстроилась какая-то очередь. Время, но уже близится к 9 утра. Сейчас 8 с чем-то. Эта очередь стоит здесь, и я вот думаю, типа, что за очередь? Проверяю в интернете, нет ли каких-то новостей, что собирается открыть императорский дворец. И давай сегодня день, когда открывается императорский дворец, такое происходит, всего несколько раз в год. По случаю дня рождения императора, Коуйон, у которых я была, да, это пожелтение листвы. И сейчас в сезон сакуры, как оказалось, императорский дворец будет сегодня открыт с 9 утра до 4 часов дня. Раз это акция только сегодня, раз я сегодня могу пойти в императорский дворец, почему вы не пойти? Только это будет выглядеть очень странно, потому что я в форме бегуна, я сегодня прям в форме бегуна в этом обмундировании. У меня красное запотевшее лицо. Я прям видно, что бегала, но это не лучший вид, чтобы пойти в императорский дворец. С другой стороны, я же не к императору иду. Хотя хотелось бы, конечно. Вот. Поэтому... Ладно, добегу круг. Скорее всего, к этому моменту уже откроется эта улица. А я думаю, что полиции так много. В целом. С другой стороны, я думала, это логично. Императорский дворец. Вот, поэтому полиции много. Чтобы попасть во дворец, мне пришлось состоять очередь из людей, но не более того. Никто не смотрел на то, как я была одета, и никого не интересовали мои ручьи пота по лицу. Разве что сумку перед входом проверили, а потом спокойно пропустили. Для посещающих была открыта лишь одна улица, и гуляя по ней, я хоть и восхищалась Сакурой, но четко понимала, что прогулка во дворце не будет долгой. И так оно и получилось, расстояние на самом деле оказалось небольшим. Самые внимательные, возможно, обратили внимание на то, что у меня была с собой камера. Скажу более того, я была при обеих моих камерах, потому что рассчитывала на съемки Сакуры возле дворца во время пробежки. Но когда меня впустили еще и вовнутрь, я поняла, что это точно знак. Знак того, что мой сакурный марафон пройдет успешно. Вот и подошла к концу моя пробежечка, плюс внезапное посещение достопримечательностей. Я чувствую себя максимально позитивно и бодро, как ни странно. Даже несмотря на то, что встала в 5 утра и спала 5 часов. Вот. И у меня такое странное ощущение. Вот у меня есть календарь, есть расписание на сегодня, и вообще на каждый день у меня расписание. У меня забиты почти часы все. И у меня всегда какие-то планы, подработки, работа, сторонние проекты, обучение и так далее. У меня вот даже сейчас, на сегодня есть еще работа, хотя сегодня суббота. И из-за вот такого расписания я уже привыкла к тому, что почти постоянно я чем-то занята. Я максимально продуктивно использую все свое свободное время. Но обраточка этой ситуации, конечно, это отсутствие отдыха. Я уже привыкла к такому ритму, к такому темпу. Но вот я сейчас иду и ловлю себя на мысли о том, что я заглянула в расписание, я была готова быстро-быстро поехать домой, но с другой стороны я думаю, а зачем мне ехать, если я могу дойти до дома пешком? Ой, какой красивый вид, секунду. Вот. И мне почему-то в голову пришло такое воспоминание из детства, когда там, не знаю, выходные, и там, если, например, пошел дождик за окном, мы могли себе просто вот так лечь, спать и проспать несколько часов, и все было нормально. А у меня как будто уже давно такого не было. Во-первых, после обеденного сна у меня уже давно не было. А во-вторых, отдыха у меня просто такого вот захотела что-то, да, и решила отдохнуть не было. У меня даже отдых и сегодняшняя пробежка, и завтрашнее путешествие, они все запланированы. Благодаря такому образу мышления я, конечно, многого добилась за короткий срок и приобрела очень много разных навыков, знаний, бенефитов. Но вот прямо сейчас мы находимся на том жизненном этапе, когда я могу отпустить поводья и чуть-чуть начать жить легче. Знаете, это ощущение, когда тело нагрелось настолько сильно, что ты готов запрыгнуть в любой первый водоем. Итак, я надеюсь, вам понравилась эта тренировка возле императорского дворца до марафона. А еще я надеюсь на то, что вы готовы ко второй части видео про сам марафон.
И, к сожалению, в самый ответственный день с погодой мне повезло чуть меньше. Ну что, мы проснулись, немножко покушали, и у меня есть примерно 10 минут на то, чтобы собраться, переодеться и выходить. Настроение, довольно странное, на улице пасмурно, вообще может пойти дождь. Даже не может, а сегодня обязательно пойдет дождь. Вопрос только во время моего забега или после. Надеюсь, что после, потому что во время забега будет вообще не весело. И погода противная, пасмурная, как-то прохладненько. Я вообще себе не так это представляла. Вот в тот день, когда я тренировалась на улице, погода была просто перфекто, божественно. А сегодня, конечно, такое себе. Но ничего не поделать, никак это не изменить. Вообще нисколько не жалею. Жалеть, наверное, буду, пока буду бежать. В общем, я пришла. Я получила свою футболочку. Вот, я получила свой Zekken. Это номерок стартовый. Вот эта вот фиолетовая штучка, она будет отчитывать мое расстояние, получается. Я не знаю, нужно ли как-то включать. Наверное, не нужно. Но у меня даже некого спросить. Наверное, придется подойти к персоналу и задать вопрос. Тут нет никаких кнопок, поэтому, возможно, нужно просто носить на груди. Вот. Написано не отдирать это. То есть я буду прям с номерком на груди с вот этой штукой бегать. Они все-таки дали булавки. Это хорошо. Вот. Пока еще не идет дождь, но скорее всего он еще пойдет. И вот такая красота рядом со мной. Пока я любовалась красотой вокруг и готовилась к самому забегу, мне просто не верилось в то, что погода может испортиться. Да, пасмурно, но тепло и совершенно безветренно. Однако уже спустя 20 минут я поняла, что дождь скоро все-таки начнется. Некоторые бегуны были продуманнее, чем я, и приходили в чем-то вроде дождевиков, которые напоминали собой обычные, но большие пакеты. И пока я смотрела на них, я все думала, что хуже, бежать под дождем 10 километров или бежать и шуршать как пакетик 10 километров. Внезапно стало холодно, противно, я не люблю такую погоду. Я и на улице до этого не особо так часто бегала, даже перед подготовкой к марафону, вот Сакура. Потому что я понимала, что на улице противно, холодно, я могу заболеть. А у меня еще скоро поездка, и я, конечно, не хотела бы заболеть перед поездкой. И мне прохладно, у меня есть кофта. Я могу в целом ее достать и походить мне, наверное, до марафона. Наверное, я сейчас так и сделаю. Потому что нафиг надо простужаться. Но есть другая проблема. Дождь начнется, когда начнется мой марафон. То есть я буду бежать 100% под дождем. Примерно в течение часа. Минимум, да? В зависимости от того, насколько быстро я буду бегать. Это, конечно, очень грустно. Но очень красиво. Мой марафон нельзя назвать самым масштабным в Токио, но он был достаточно крупный по своим размерам, и очень много людей принимало участие в нем. Также были люди и из других стран, помимо меня, поэтому я могу сказать, что подобные мероприятия проводятся абсолютно для всех желающих. А это я за пару минут до забега. На станции рядом со стартом был пункт продовольствия, где можно было выпить чай и сделать парочку фотографий. Дальше я просто бежала и бежала. Сначала от дамбы, потом к дамбе. Дождь шел постоянно, но моментами то сильнее, то слабее. Это сказывалось на мне и на моем состоянии. У меня промокла вся одежда, и я постоянно думала о том, как мне противно бежать. Тем не менее, я это преодолела. И я очень горжусь собой. Я устала, я все красная. Но те, кто бегут больше меня 20-40 километров, они все еще бегут, поэтому я не жалуюсь. Я не забрала грамоту. Пришлось отупить и кушать. Пора забирать грамоту. Я изрядно устала, это правда. Вот, в моментах я бежала и думала, все, прям тут полягу. Ну, не в прямом смысле, на самом деле серьезных таких мыслей у меня не было.
но там были моменты, когда бежать было очень тяжело, и поэтому, конечно, я прям, в некоторые моменты переходила на шаг. Таких моментов было немного, вот, в основном там, где горка была, там подъем на дамбу, там прям реально горка, прям горка, не просто медленный такой подъемчик, который ты даже не замечаешь, а ты прям видишь издалека вот этот вот пиком вверх. И все. Вот в этот момент я когда увидела, я еще издалека поняла, не, вот там я бежать не буду. Там я точно бежать не буду. Поэтому я решила, какая красота, Сакура, что я пойду там пешочком. Я пошла, и в целом все было нормально. У меня промокла вся одежда. Вот даже сейчас моросит, а в моменте, пока я бежала, там прям ливень пошел. И, у меня намокла вся одежда, у меня были чистые красивые кроссовки. Новые, понимаете? В общем, да, намокли у меня кроссовки, и из-за этого стало тяжелее бежать. Из-за одежды мокрой тоже стало тяжелее бежать. И я прям, в какой-то момент ощутила, теперь холодно. Все, я сейчас быстренько покушаю и буду собираться домой. Как раз все уже тоже с марафона возвращаются. Не все, ладно, те, кто еще бегут, они еще бегут. Вот. Из-за вот этой тяжести одежды, из-за просто вот этого общего состояния, все-таки разница между пробежкой на улице и пробежкой в зале, она оказалась колоссальной, но здесь лучше, чем возле Императорского дворца. Возле Императорского дворца было 2 события, по которым мне было тяжело. Первая причина, первое событие, это то, что я взяла с собой сумку с вещами, у меня там был литр воды за спиной. Конечно, с литром воды на спине бежать сложно. Вот, а здесь я оставила почти все, кроме вот такой поясной сумки, на слоях одежды. Вот, и там у меня были телефон, салфетки, для того, чтобы там смахаться. Кстати, я во время я не успела. Такой кадр был, господи, ладно. Какие итоги я могу подвести после участия в марафоне? Это было довольно интересное приключение. Честно говоря, после этого марафона у меня были очень насыщенные дни, в том числе поездка на Окинаву, поэтому мне не доводилось тренироваться в том же темпе, в каком я тренировалась для того, чтобы поучаствовать в марафоне. Однако сейчас, спустя какое-то время, уже, наверное, почти 3 или 2 недели после марафона, я собираюсь возвращать эту нагрузку и пытаться поддерживать свой организм в подходящем состоянии, возможно, для следующего марафона. Я не собираюсь поднимать пока что дистанцию, уровень сложности. Если бы я и хотела пробежать еще раз, то, скорее всего, на ту же самую дистанцию, для того, чтобы улучшить показатели. Во время пробежки все-таки, во время этого ключевого марафона я чувствовала себя не так комфортно, как на тренировках в зале. В частности, конечно, были погодные условия, которые очень сильно повлияли на меня, Шел дождь, у меня намокла одежда, я чувствовала, насколько противно это было, у меня промокли насквозь кроссовки, поэтому, когда я делала каждый шаг, вода из моих кроссовок буквально летела вперед меня. И поэтому, у меня и чуть-чуть натерлись ноги из-за влажности. Я не одевала новые кроссовки, я одевала кроссовки, которые постоянно носила, но они еще не были испытаны пробежкой под дождем, по лужам, поэтому, конечно, во время самого марафона на улице под дождем они немножко натерли мне ноги, поэтому были и болезненные ощущения, и просто тяжесть тела из-за того, что все буквально на мне намокло. И также, дистанция, хоть и была несложной, но там имелись резкие подъемы и резкие спуски, поэтому я почувствовала себя достаточно тяжело. Не так, чтобы не добежать. Добежала я хорошо. Более того, по результатам этого марафона я прибежала примерно 90 из 180 с чем-то человек, то есть это такая ровная, крепкая серединка. И я пробежала быстрее, чем я даже ожидала.
Но в моментах мне было тяжело, когда я увидела вертикальный подъем в горку на дамбу, там была дамба, и вот там был вот такой подъем. Я вообще перешла на шаг, и я сказала, что я в горку не побегу, да, и это, конечно, это нехорошо. В идеале, да, на следующий марафон я бы хотела пробежать ту же самую дистанцию, возможно, не в том же самом месте, но лучше, да, без каких-то там переходов на шаг, без каких-то остановок, возможно, даже немного быстрее. Но когда бежать, я пока еще не решила. Как это сказалось на моем организме? Как ни странно, из-за того, что у меня были постоянные тренировки, и у меня не было причин откладывать тренировки, у меня, ну, как бы немножко все-таки подтянулось тело, я почувствовала разницу именно в мышцах ног, да, по сравнению с тем, что было раньше, и с тем, что есть сейчас. Я раньше тренировалась, но как бы вот это вот увеличение физических нагрузок, оно сказалось достаточно хорошо. Я не похудела. И вряд ли люди, которые бегают марафоны, резко прям как-то могут сбросить вес, потому что после настолько высоких нагрузок обычно ты хочешь есть намного больше, чем обычно. И в моем случае это тоже так было. После тренировок я думала только о том, как я зайду в магазин и куплю себе какую-нибудь вкусняшку. Ну, не в плане там сладкое или что-то такое. Вот я думала о том, что я пойду себе рыбки сейчас куплю, картошечки куплю и еще что-нибудь, чтобы восполнить вот этот вот недостаток энергии в организме. Могу ли я посоветовать марафоны кому-то другому? Конечно, я могу посоветовать, но тут важно учитывать то, на какую дистанцию вы записываетесь и какие цели вы преследуете. Я не рекомендую марафоны всем тем, кто хочет пробежать их внезапно с нуля, вот прям встав с кровати, да, не имея никакой тренировки, идти и бежать, просто чтобы галочку какую-то в жизни себе поставить. Это неправильно, это скажется на вашем здоровье. Добежите вы или не добежите, это хороший вопрос. Лучше подходить к тренировкам осознанно, даже если вы бежите короткую дистанцию 5 километров. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Мите карите аригато.